Друзья, приветствую вас, вечерний выпуск. Давайте посмотрим, что происходит на рынках, какие сейчас движения предстоят в ожидании речи Пауэлла по нефти, рублю, доллару, евро и другим активам, а также детально обсудим ситуацию с норильским никелем. Давайте начнем с календаря событий. Так, но здесь ключевой момент – это число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вышло чуть-чуть меньше, чем прогнозировалось. Ну, достаточно необычная ситуация с учетом того, что вчера были негативные данные по занятости, и поэтому то, что этот критерий вышел в таком размере, я думаю, там что-то подрисовали. Вот. Но в дальнейшем, когда он будет корректироваться, оптимизироваться, наверняка на это обратят внимание, и вот это значение, оно потом, наверное, будет скорректировано. Вот сейчас это в целом, более или менее нейтральная для рынка информация. Так, ну вот согласование стимулов, скорее всего, перенесли на выходные. В выходные будет приниматься решение. Американские сенаторы работают и по выходным. Сейчас рынки, конечно, находятся в трансе, ожидают успокоительной речи Пауэлла. Но американские экономисты уже предрекают, что вполне возможно, что Пауэлл повторит ту ошибку, которая была в 20-е годы 20 века и которая привела к грандиозному обвалу и Великой депрессии. Так, ну вот смотрите, если мы переходим к тому, что сейчас происходит, какие процессы. Есть такой индикатор Commodity Spot Index у Блумберга. Вот на текущий момент он уже достиг тех уровней, которые были в 2013 году, уже даже не в 2014, а в 2013. Вот. При этом, перед тем, как наступил обвал в марте 2020 года, индекс был в районе 340, сейчас он 430, то есть, как вы видите, рост на 25%. Что это означает? Это означает, что сырье, которое используется для производства продукции с прибавочной стоимостью, оно стало дороже. То есть, вот этот рост, это увеличение издержек. Еще ничего толком не перезапустилось и не начало работать, а уже как бы издержки просто вот на ровном месте хоп и выросли. Вот, то есть это все как бы создает условия для того, чтобы ситуация вошла в режим раскорреляции и, соответственно, неуправляемости системы. Да, это вполне возможно, это будет не сразу и может быть не в апреле текущего года, а чуть позже. Но тем не менее вот эта тенденция, она указывает на то, что восстановление может не пройти так, как это предполагается. Так, друзья, ну и вот, конечно же, нельзя обойти главного маркетолога планеты и гения электрокаров Илона Маска. На этот раз он чудеса с никелем воспроизвел. В феврале он призывал производителей никеля активно выплавлять никель, потому что он потребуется для новой экономики электромашин. Но вот буквально на днях он выступил с заявлением, что ему и никель-то не нужен, он перейдет на железные катоды. Дело в том, что никель, кобальт и железо, это металлы одной группы, имеют очень схожие физико-химические свойства. Схожие, да не совсем. Железные катоды, конечно, господин Маск использовать не сможет, потому что с железных катодов начиналась разработка литиевых аккумуляторов, и железо в силу ряда причин оно не пригодно для решения этой задачи. На самом деле он имеет в виду немного другое, что будет использоваться так называемый ферроникель, то есть сплав никеля с железа с содержанием порядка 60% никеля. Вот такой ход вполне возможен. То есть никакого там железного катода, как он говорит, его в помине не будет. То, что на самом деле вполне как бы реалистично, это использование железа никелевого катода, то есть это нельзя сказать, что это легированная сталь, потому что 60% никеля это скорее никель, нивелированный или легированный железом. Вот, соответственно, то есть 40% меньше нужно никеля, и спрос на никель таким образом будет меньше. То есть, видимо, он какую-то комбинацию очередную разыгрывал. Сначала ребятам, которые никель выплавляют, сказал, плавьте больше чугуна, а потом сказал, что нам особо и не нужен, мы сейчас вот железом разбодяжим никель, и нам никель особо не нужен. Так, ну и вот на фоне ожидания великого зеленого хайпа, а также под воздействием заявлений Маска, китайская компания Цин
Цингшан Холдинг Групп решила осваивать индонезийские никелевые рудники, шахты, и она решила поменять технологию приготовления никеля. Здесь в чем строится краеугольный камень? Когда нужен чистый никель, то, соответственно, здесь предпочтительно и чаще всего используют именно гидропереработку руды, то есть там кислотой никель, полиметаллические руды оттуда извлекают и, соответственно, потом уже проводят разделение, выделяют химически чистый никель электролизом. Вот. Но это достаточно, скажем так, недружественный для экологии способ, и он очень затратный в плане энергии, потому что нужна электрическая энергия, нужны различные сепараторы в большем объеме. Есть более простой способ, более дешевый, но на выходе получается ферроникель. То есть идет, нету никакого выщелачивания, выплавляют концентрат с железной рудой, там в зависимости от пропорций, от соотношений, и путем восстановления высокотемпературного, в классике углем, но там водород, по-моему, тоже может быть использован, и, соответственно, получают уже ферроникель. Такая процедура, она, в общем-то, значительно дешевле и более экологичнее, нежели получение так называемым выщелачиванием. Там на самом деле кислотой, но метод, по-моему, называется выщелачивание, если не ошибаюсь. Вот. И этот метод, он значительно дешевле. Ну и вот, в комплексе, с одной стороны, заявили, что будут много выплавлять дешевого никеля, но тут не никель, а ферроникель на самом деле будет получаться, который в данной ситуации нужен для производства батарей. И тут же Маск говорит, что нам чистый никель не нужен, мы будем там железом, из железа делать катоды, и никель вообще не нужен. Но он лукавит, на самом деле из железа катоды делать не получится. Изначально пытались сделать катоды из железа, железо в силу физико-химических особенностей не подошло. Его пришлось заменять на кобальт, потом на никель. Вот. И сейчас планируется полный переход на никель. Но вот я так понимаю, одна из фишек господина Маска, он рассматривает не просто переход на никель, а переход на ферроникелевый сплав. То есть это позволит там на 40% как минимум сократить расходы. Вопрос только в том, насколько эти катоды и такие аккумуляторы, они будут эффективны и дееспособны. Потому что никто не отменял такого критерия, как емкость на единицу массы и температурный режим. Вот что-то пока я не слышал о том, что то, что хочет сделать господин Маск, по сути, это использовать ферроникель вместо никеля для приготовления катодов, что оно как-то позитивно повлияет на свойства батарей. Вот. Помимо этого, там же еще есть и другое использование никеля в виде сеточки. Там, в зависимости от технологии, она может и на аноде, и на катоде быть, для размещения активного вещества. Вот. И, соответственно, в этой ситуации, вот я не знаю, и катод, и анодную матрицу можно делать из ферроникеля, или все-таки в одном месте будет чистый никель, а в другом случае будет ферроникель. Вот. Поэтому, Маск на самом деле, в общем-то, сенсацию произвел, что действительно такой ход вполне возможен. Вопрос только в том, будет ли эта технология получать развитие, или это только слова. Но, с другой стороны, действительно, эта технология, она, в общем-то, сократит потребность в никеле. И самое главное, она позволит отойти от жидкостного получения никеля, когда его извлекают путем обработки кислотой руды вместе с другими полиметаллами. То есть здесь его можно просто выплавлять, потом получать ферроникель, и этот ферроникель уже использовать для приготовления катодов аккумуляторов. И на фоне этого произошел такой краш по никелю. То есть у двойного никеля, у норильского никеля двойной удар. С одной стороны, бесконечные экологические катастрофы, с другой стороны, вот эта ситуация с никелем. Потому что, как ни крути, никель — это стержнеобразующий элемент этого предприятия. И если цены на никель будут проседать, то для него это будет совсем не айс. Так, друзья, давайте перейдем к графику. Вот никель, месячный таймфрейм, то есть у нас здесь весь этот рост, который был, его слопали. Так, переходя к графику никеля, дневной таймфрейм, остался последний рубеж, это 15700.
Если он будет пробит, то здесь уже идет откат. Цель его будет преодоление 14 500 и уход на 13 тысяч. Так, друзья, ну и вот график норильского никеля, месячный таймфрейм, на самом деле в связи с вот этой ситуацией, с ценами на никель, это, наверное, даже более ощутимый удар воздействия на котировки акций компании, плюс бесконечные экологические катастрофы, которые происходили, они, соответственно, то есть, ну, значительно подняли затраты и снизили производственные мощности. Поэтому вот у нас уровень 24 не устоял. Сейчас речь идет о том, что вполне вероятно разовьется движение, цель которого будет 18300. Вот этот сильный уровень. Вот. В принципе, отбой и разворот может произойти и вот здесь. Но на фоне того, как упал никель, я думаю, все-таки движение продолжится. Первая попытка разворота, вот она сейчас, возможно, будет здесь, в районе 22 тысячи. С учетом все-таки ситуации, я думаю, пойдет движение вниз. Сначала на 20 300 и потом, возможно, будет тестирование 18 300. Здесь единственное, какой есть момент. Рынки сейчас очень волатильны. Деньги все-таки в рынке заливают. И поэтому такого глубокого корректирующего отката может, по крайней мере, сразу не произойти. Здесь ситуация заключается в том, что я думаю, цены на никель, они все равно потом вырастут. Во-первых, сейчас непонятно, насколько эта технология будет работать. То есть, когда никель бодяжит железом. Потому что, ну, неспроста использовали кобальт и сейчас пытаются перейти на никель. Если бы там можно было использовать чистое железо или ферро-никель, то, соответственно, наверное, сразу для удешевления таким образом бы и поступали. То есть так не сделали, потому что там есть определенные ограничения. Вопрос в том, насколько такая замена, она, как она скажется на свойствах, потребительских свойствах, свойствах физико-химических свойствах материала, который находится в батарее. Вот. Но в наибольшей степени, конечно, приходит в голову это движение на 18 300. Вот с учетом того негатива, который сейчас накопился, вполне могут пролить на 18 30 вот сюда, на этот уровень. Но с другой стороны, текущий уровень 22 200, он является достаточно для него сильным и определяющим. И если в ближайшее время не будет пробития вот этого диапазона, который завершается 21 750, 770, то вероятно здесь будет остановка и консолидация. Такое тоже вполне может быть. Поэтому сейчас, я думаю, надо ориентироваться на то, будет не будет пробит вот этот диапазон. Если он будет пробит, то весьма вероятно разовьется движение, ну, сюда и потом, наверное, 18 30, 18 300. Но вполне возможно, что с учетом наличия денежной массы сейчас будет здесь консолидация и попытка его затормозить. Так, ну вот на 4-часовике попытка отбоя и разворота от сильного уровня 22 180. Но не знаю, мне кажется, с учетом фундаментальных факторов его лучше сейчас на покупку не рассматривать, посмотреть, как будут развиваться события. Если здесь будет консолидация или устойчивая разворотная формация, указывающая на то, что пошел рост, тогда, возможно, да. То есть, вопреки тем фактам, которые произошли, он ну, либо пойдет даже, может быть, наверх, такой вполне может быть, или как минимум останется болтаться здесь в этом диапазоне. В любом случае, я думаю, лучше подождать и посмотреть, как он себя будет вести в ближайшее время. Ключевой момент — это пробитие вот этого диапазона. Если диапазон будет пробит, вполне возможно пойдет движение на 18 300. Чем дольше он над ним находится, тем больше вероятность того, что отсюда пойдет отбой. И в этой ситуации, ну, первая цель будет 24 и потом движение на 26. Но это очень рискованно. Так, друзья, ну вот давайте перейдем к SFD на S&P, американский индекс. Сейчас идет ожидание речи Пауэлла. Ряд американских экономистов уже нарисовали картину ужас-ужас, что созданная рефляция, она приведет не к восстановлению рынка труда, а будет ситуация аналогичная 20-м годах, которая сорвется потом в крах и в пике. Тем не менее, 4-часовой таймфрейм SFD на фьючерс S&P рисует разворотную формацию и коррекционный отскок
с целью движения вот сюда, вот в район 3880. Такое движение вполне сейчас может произойти. Критерий того, что его не будет, это коррекционный откат и пробитие 3775. Вот если это происходит, то уходим вниз к той цели, которая на дневках. А эта цель это 3720-3710, вот здесь в этом диапазоне. Так, далее индекс доллара. Здесь ситуация пока не до конца ясна, вот это дневной таймфрейм. Если в ближайший час-два подтвердится разворот, то есть не пойдет дальнейшее движение наверх, то весьма вероятно, что завтра мы по нему спустимся вот сюда на 90,80, возможно даже пониже. Если здесь все-таки закрепляемся, то завтра наиболее вероятно будет движение, цель которого пробить 91,4 и сходить на 91,5. Но у нас сейчас еще будет выступление Пауэлла. Вот, там наверняка он что-то интересное скажет. И здесь возможны самые разные варианты. Так, ну вот по Виксу на 4-часовике произошел разворот. Сейчас, если этот разворот подтвердится, если не будет повторного пробития 27,5, то в этой ситуации мы по Виксу пойдем вниз. Первая цель 24,8 и потом возврат на 20, вот сюда на 23,5, 23,7, вот сюда в этот диапазон. Пока текущая картина указывает на то, что скорее всего Виксы волатильность расти не будут. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Ну вот смотрите, по моей прикидке, по моим расчетам, мы должны были при пробитии 277 пойти вниз. Вот, я не знаю, то ли, может быть, они меня слушают, то ли действительно, может быть, я ошибся. То есть немножко все-таки движение произошло пониже, на 274 и 75, и после этого здесь произошел разворот. Вот этот разворот наиболее вероятно, он сейчас пойдет тестировать 283,8 и в случае пробития улетает наверх. Критерий того, что это движение не состоится, откат и пробитие 274,3, вот здесь вот этого значения. Так, друзья, далее Газпром. Ну смотрите, вот по Газпрому ситуация более определенная получилась. 220 прокололи, но не пробили. И после этого сразу пошел толчок и рост. Сейчас у него цель движения находится на 227. Потестить и пробить этот уровень. Как только этот уровень он пробивает, то есть проходит большой объем, начинается консолидация, у него следующая цель движения переписать вот этот максимум 233,4. По Газпрому пока достаточно позитивная картина, так же как и по Сбербанку. И кстати, вот этот позитив, который сейчас возник, он вполне может и гамак удержать на текущей поежке и даже позволить ему отскочить. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Ну смотрите, золото находится в боковике 1721, 1709. Чем дольше актив находится в боковике, тем больше вероятность того, что будет пробой и движение наверх. Вот. Здесь у нас цель 1731, 1732. Если сегодня пробоя не будет и консолидации над пробитым уровнем 1720, то весьма вероятно, что отсюда будет коррекционный откат на 1711-1710. Так, друзья, далее нефть, Brent, часовой таймфрейм. Здесь смотрите, какая ситуация получается. Вот есть уровень 66,5, он находится чуть выше сильного уровня 66,25. Если вот этот диапазон будет удержан, он сейчас в результате отката пробит не будет, то у нас следующая цель движения это 70. Сейчас 19 по Москве, здесь идет попытка разворота, но на самом деле она может превратиться в консолидацию и дальнейший рост. Критерий не пробития уровня 66,5. Так, друзья, далее RGBI индекс, недельный таймфрейм беру. Ну смотрите, вот завтра как неделя закроется, если вот эта свеча остается, подтверждается, то у нас здесь разворот. И в самое ближайшее время будет попытка движения на 151. Соответственно, такое движение это плюс 10 к силе рубля. Ну шучу, нет, не плюс 10, там просто ему дополнительная поддержка и возможно движение пойдет на укрепление в район более глубокий. Так, друзья, ну далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм. Давайте для начала возьмем. Вот к вопросу о росте цен на нефть и движении в RGBI.
Вот если нефть идет на 70, то у нас весьма вероятно будет пробой вот этого диапазона и движение вот сюда на 72,8. Сейчас текущая ситуация, она указывает на то, что укрепление рубля уперлось в уровень 73,4, 73,3, вот сюда, вот в этот диапазон. Сегодня и вчера поторговались вот в этой консолидации, в этом диапазоне. Вот сейчас, поскольку нефть идет на 70, здесь как ни крути, происходит укрепление рубля. Но на текущий момент, если рассматривать движение сегодня до конца дня, по часовому таймфрейму получается сейчас наиболее вероятно консолидация в диапазоне 73, 33, 73, 65. Вот здесь вот в этом диапазоне. Сейчас либо от текущего значения, либо после движения на 73.34, я думаю, наиболее вероятно будет отскок. И цель его будет потестить вот этот диапазончик 73.63, 73.66. Ну и в случае пробития здесь возникает либо короткий импульс движения, либо если там начинается проторговка, то останется в этом диапазоне. Цель движения вот сюда 73.83. Но все-таки я больше склоняюсь к мысли о том, что на текущий момент при такой цене на нефть проторговка и консолидация будет находиться вот в этом диапазоне. Так, друзья, ну в общем-то все. Основные активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на YouTube, на Telegram канал. Всего наилучшего.